Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о размножении животных, вернее, о его самых необычных формах и способах. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые существа способны к размножению без партнеров? Или как половой акт может стать способом самоубийства? Или какие животные способны отращивать утраченные детородные органы? В этом видео мы расскажем о самых экзотических способах размножения, которые удивят даже самых искушенных любителей природы. Поверьте, мир животных полон сюрпризов. Вы готовы узнать о том, как природа находит креативные решения для продолжения жизни? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые увлекательные выпуски. А теперь давайте вместе раскроем тайну такого интимного вопроса, как размножение. Медоносные пчелы. Самец медоносной пчелы называется трутень. И главная его функция в жизни – оплодотворение пчелы-матки. Да что там говорить, даже продолжительность его жизни недолгая, максимум 2 месяца, и имеет печальный конец. Ведь ради продолжения рода самец медоносной пчелы жертвует своим детородным органом, а затем и своей жизнью. Как это происходит? Встреча самки и ее жениха происходит в воздухе на высоте от 10 метров над землей и длится несколько секунд. Сначала готовая к брачному полету матка специальными железами выделяет секрет, который привлекает трутней. Затем, чтобы обеспечить разнообразие генетического материала для будущего пчелиного потомства, матка по очереди спаривается с несколькими трутнями во время брачного полета. Все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Самцы медоносных пчел умирают после семяизвержения. Эякуляция трутня настолько сильна, что его эндофалус, то есть внутренняя часть полового органа, отрывается и остается в половом отверстии самки. Королева продолжает свой полет, а трутень замертво падает на землю. Впрочем, его место тут же занимает следующий самец, и процесс повторяется снова и снова. Ринодерма Дарвина. Ринодерма Дарвина – маленькая, до 3 см в длину лягушка, обитающая вдоль южного побережья Чили. Ее забота о потомстве проявляется очень оригинально, а появление на свет детишек еще удивительнее. Они появляются изо рта. Причем не изо рта самки, а изо рта самца. Ученые долго ломали голову, пока наконец-то не разгадали этот феномен. Отложив икру во влажный мох, самка покидает свое потомство, а самец поливает ее семенной жидкостью и остается. Горе-мать продолжает жить в свое удовольствие и спариваться с другими самцами, не интересуясь судьбой своего будущего потомства. В то же время самец в течение 10-15 дней постепенно одно за другим заглатывает яйца. Можно подумать, что он решил пообедать с собственными детьми. Но нет, ничего нехорошего отец не замышляет. Попадают яйца не в желудок, а в горловой мешок. Постепенно горловой мешок так растягивается, что не только вмещает все яйца, но размеры его даже позволяют появившимся из яиц личинкам двигаться. Когда малыши становятся миниатюрной копией взрослых лягушек, они выходят так же, как и попали сюда, поодиночке. Отец, по сути, просто выплевывает потомство в этот мир по одному. Морской конек. Самец морского конька – это еще одно животное, которому заслуженно можно дать звание суперпапа. Почему? Потому что именно они вынашивают и рожают потомство. Внешне самцы морских коньков мало чем отличаются от самок. Но у самца есть особый орган на брюшке – выводковая камера. Выглядит она как большой карман или сумка кенгуру. В брачный период стенки камеры набухают. Она становится хорошо заметной и привлекает внимание самок. В выводковую камеру во время брачных игр самка и откладывает икру. Легкомысленная мамаша может тут же спариться с другим кавалером. Запаса икринок у нее хватит на нескольких, а самец теперь от 2 недель до 2 месяцев будет занят заботой о потомстве. Впрочем, ничего особенного от него не требуется, только хорошо питаться, да не попадаться хищникам. В выводковой сумке икринки встречаются со сперматозоидами, после чего эмбрионы погружаются в губчатую стенку сумки и спокойно в ней развиваются до самого рождения. Когда приходит время, самец, можно сказать, рожает маленьких коньков, выталкивая их наружу. На новорожденное потомство он не обращает внимания, будучи готов забеременеть новой порцией икры. Ведь юные коньки, покидая сумку, немедленно приступают к самостоятельной жизни. Кенгуру. Зачатие у кенгуру, как и у всех других видов животных, происходит классическим способом – после спаривания самца и самки.
Однако у этих животных есть одна интересная особенность – развитие детеныша. Дело в том, что это происходит абсолютно не похоже на какой-либо другой вид животных. Начинается все с родов, которые происходят очень рано. В момент, когда детеныш еще очень далек от сформированности и представляет из себя крошечный эмбрион. Примерно спустя 27-40 дней беременности самка производит на свет малыша длиной тела приблизительно 2,5 см. Голый, слепой, крошечный, но с развитыми передними лапками, на которых есть когти. У эволюции все продумано. Это и дает кенгуренку возможность добраться до теплой и уютной маминой сумки. Ползком достигая сумки, он прирастает ртом к соску, и кенгурихе еще долго приходится донашивать малыша вне своего тела. Будучи в мешочке, детеныши кенгуру находятся в полной безопасности. Более того, на первых порах детеныши не могут самостоятельно добывать молоко, поэтому самки впрыскивают его, сокращая специальные мышцы. Даже об этом природа позаботилась. Банановый слизень. Взрослая жизнь бананового слизня начинается после года, и она, как непростая. Огромные до 25 сантиметров в длину слизни являются гермафродитами. Каждая особь снабжена как мужскими, так и женскими половыми органами, которые шутница природы расположила на голове. Однако они почти не способны к самооплодотворению и предпочитают привлекать партнера. Когда пара встречается, каждый слизень оголяет мужской половой орган и касается женского органа партнера. Сперма переносится в форме сперматофора, а через несколько дней слизень откладывает икринки в ямку в земле. Но давайте вернемся к процессу интимной близости, которой слизни занимаются в позе инь-янь, и в таком положении они могут оставаться часами. Да, это долгий и сложный процесс, но банановые слизни могут его еще больше усложнить. В ходе оплодотворения их пенисы запутываются так, что распутать узел порой бывает труднее, чем разрубить. В итоге один из моллюсков откусывает мужской половой орган другого или реже свой собственный. Впрочем, жертва остается способна к продолжению рода, но только в качестве женской особи. Мексиканская ящерица-хлыстохвост. Это милая девочка мексиканская хлыстохвостая ящерица, представительница вида, состоящего из одних самок. Нет, эти животные не гермафродиты, они не способны продуцировать как мужские, так и женские гаметы. Хлыстохвосты просто откладывают неоплодотворенные яйца, из которых и выводится потомство. Размножаются они весьма удивительным способом. Вместо того, чтобы просто спариваться или иметь оба набора половых органов, как банановые слизни, эти ящерицы производят собственных клонов. Однако для того, чтобы стимулировать производство яиц, для развития такого клона нужен особый ритуал, поэтому ящерицы разыгрывают между собой роли самки и самца, периодически меняясь друг с другом. И именно потому, что присмыкающиеся имитируют спаривание с другими самками, их прозвали ящерицы-лесбиянки. Как же так вышло? Дело в том, что мексиканские хлыстохвостые ящерицы – это гибридное потомство двух других видов, где есть самцы – полосатой аризонской хлыстохвостой ящерицы и западной хлыстохвостой ящерицы. Гибридизация этих видов не позволяет сформировать здоровое потомство самцов, но это не мешает мексиканской хлыстохвостой ящерице формировать свой собственный вид, который даже признан государственной рептилией Нью-Мексико. Броненосец. Броненосцы удивительны и прекрасны. Биология их размножения тоже необычна. При благоприятных условиях беременность самки длится всего пару недель. В экстренных ситуациях самка броненосца может отсрочить роды на 2 года. Задержав имплантацию эмбриона, будущая мать может ожидать более благоприятных условий и таким образом дает своему потомству больше шансов на выживание. Это свойство больше ни у одного из представителей животного мира не встречается. Кроме того, 9-поясные броненосцы представляют большой интерес для науки тем, что у них обычно рождаются 4 однояйцевых близнеца, но бывает от 2 до 12. Оказалось, что после первого деления оплодотворенной яйцеклетки получившиеся дочерние клетки разъединяются. Затем каждая из них делится еще раз, и только потом начинается развитие зародышей. Осьминог-аргонавт. Как ни крути, осьминоги – одни из самых удивительных животных. У них даже спаривание происходит необычно. У взрослых самцов после наступления репродуктивного возраста
в мантийной полости развиваются пакеты со спермой – сперматофоры, которые в период размножения вместе со струями воды выносятся через воронку. При спаривании самец удерживает самку рукой щупальцем, а специальным половым щупальцем вводит сперматофоры в мантийную полость самки. Однако у осьминогов-аргонавтов дела обстоят куда интересней. Начнем с того, что у них хорошо развит половой диморфизм. Самки в разы крупнее своих кавалеров. Также они имеют раковину, но у самцов она отсутствует. Зато мужские особи могут похвастаться необычным половым органом – гектокотелем. Половой орган, достигнув определенного этапа развития, отрывается от тела и уплывает, словно торпеда с дистанционным управлением, в пучины морские на поиски подходящей самки осьминога-аргонавта. Его экс-владельцу остается только наблюдать, как его детородный орган осуществляет спаривание с дамой сердца. Слизень Хромодорис ретикулата. Слизни Хромодорис ретикулата относятся к отряду голожаберных. Разновидности брюхоногих моллюсков с неразвитой или отсутствующей раковиной. Они являются так называемыми синхронными гермафродитами, то есть организмами с мужскими и женскими половыми органами, которые в момент совокупления используются одновременно. В процессе взаимного обмена сперматофорами пенис одного моллюска оказывается во влагалище другого, а пенис его партнера проникает во влагалище первого. Для удобства оба репродуктивных органа, мужской и женский, расположены с одной стороны тела. Все как у банановых слизней, скажете вы. Но тут есть еще одна особенность. Наблюдая в аквариуме за спариванием крепчатых морских слизней, японские ученые обнаружили, что после обмена генетическим материалом Хромодорис ретикулата отбрасывают свой пенис. Однако очень быстро они способны отрастить новый и уже через 24 часа готовы совокупляться заново. При более детальном изучении выяснилось, что большая часть детородного органа слизня скручена в спираль внутри тела, и после полового акта отделяется лишь внешний фрагмент. Исследователи заметили также, что член моллюска покрыт отростками. Есть предположение, что они нужны для удаления спермы предыдущего партнера. Глубоководный удильщик или морской черт. Рыбы-удильщики – это не самые симпатичные создания, со светящейся штукой, болтающейся около массивной челюсти. Если вы увидите такое чудо, то знайте, это прекрасная половина вида, то есть самки рыб-удильщиков. А самцы этих рыб по сравнению со своими самочками совсем крохи. А знаете, как удильщики размножаются? Самец и самка морского черта должны срастись в один организм, чтобы произошло оплодотворение икры. Когда самец удильщика находит себе подходящую пару, он впивается в живот самки и намертво присасывается к ней. Со временем две рыбы сливаются в единое существо с общей кожей, общими кровеносными сосудами и так далее. При этом у самца атрофируются некоторые органы, например, глаза и плавники. Самец становится донором спермы, и в обмен на это он питается за счет самки. Очевидно, из-за его крошечных размеров такой муж не доставляет никаких неудобств своей избраннице. Хотя подобный образ жизни называют сексуальным паразитизмом, можно считать, что самец выглядит не столько паразитом, сколько инструментом для размножения, который всегда под рукой. Однако в таком союзе есть один жирный минус. У рыб нет права на развод, ведь их тела стали единым целым. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, способ размножения какого животного удивил вас больше всего.